Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы разберемся, почему глохнет бензокоса, если мы резко открываем дроссельную заслонку. А другими словами, это газ. Моя мотокоса фирмы Эвка Stark 38. Но это причина и проблема характерны для многих мотокос. Сейчас я ее заведу и посмотрим, как проявляет себя эта поломка. Как видите, двигатель начинает глохнуть, если мы резко даем обороты. При такой проблеме необходимо в первую очередь выкрутить свечу зажигания и проверить ее состояние. Видно, что свеча сухая, значит двигателю не хватает топлива. Нажимаем этот фиксатор и снимаем корпус воздушного фильтра. Вот воздушный фильтр. Конечно, он грязный. Я его продую с помощью компрессора. Теперь нужно проверить состояние, как работает воздушная заслонка. Видно, что открывается и закрывается все четко. Бывает, этот болт ослабляется, и тогда задвижка сама по себе начинает прыгать, независимо от рычага. После этого с помощью шестигранного ключа открутим корпус воздушного фильтра и проверим состояние за корпусом. И открутим один болт сзади. Вот корпус воздушного фильтра снялся. Проверим чистоту отверстия для воздуха. Никаких препятствий для воздуха здесь нет. После этого сделаем такой крючок и проверим чистоту бензинового фильтра, который установлен внутри. Очень часто эта шлангочка теряет свою эластичность, и фильтр временами хватает воздух, поэтому необходимо следить за ее состоянием. Она должна быть мягкой. Внешний вид чистый, продуем. Продувается хорошо, значит фильтр чистый. Я достал шлангу из бака подачи топлива, и появилась проблема. Я вижу, что здесь была негерметичность. Шланг просто-напросто порвался. Вот из-за этой негерметичности был подсос воздуха, и поэтому не хватало топлива для работы бензокосы. Я просто обрежу эту часть и снова поставим хомут на свое место до карбюратора. Я сниму остатки шланга с патрубка. Он буквально рассыпается. Теперь ставим на место шланг подачи топлива. И после этого можно поставить на свое место топливный фильтр. Опускаем его в бак. Подключим к входному патрубку карбюратора обрезанный участок шланга. Теперь можно проверить, нет ли подсоса воздуха при работе праймера. Видите, шлангочки полностью прозрачные, пузырьков воздуха нет. Значит, подсоса воздуха в этом месте уже не будет. Также нужно проверить термоизоляционную прокладку между карбюратором и цилиндром. Она должна быть целой, без повреждений. Таким образом, причина неисправности была негерметичность топливопровода и подсасывание в него воздуха. Можно ставить на свое место корпус воздушного фильтра.
И ставим на место сеточку воздушного фильтра. Ставим на место пробку. И можно пробовать заводить. Таким образом, причиной неисправности было банальное нарушение герметичности всасывающего топливопровода, которое идет с бензобака до карбюратора. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!